Говорят, что эти горы лечат душу. Они заберут негатив и усталость и подарят веру в лучшее. Каждый, кто здесь побывал, уверен, что это место силы. Пришло время проверить. Горный Алтай – это республика Алтай, не путайте ее с Алтайским краем, который находится по соседству. Столица и единственный город – Горно-Алтайск. Кстати, в регионе нет железных дорог, поэтому добираться сюда придется на автотранспорте или по воздуху. В это путешествие мы отправились с друзьями из Новосибирска, Андреем и Олей. Для передвижения по региону арендовали автомобиль. В первый день мы заселились в одном из многочисленных отелей села Манжирок. Это примерно в 30 километрах от аэропорта. Это очень популярное туристическое место, и проблем с размещением и питанием здесь вообще нет. Но мы сходу отправились смотреть на одну из достопримечательностей Горного Алтая – Чертов палец. Чтобы подъехать к нему на авто, нужно заплатить местным. И, кстати, дорога идет вверх, и она довольно крутая. В общем, не факт, что до пальца доберется легковушка, особенно после дождя. Но в целом место шикарное, и посетить его мы вам крайне рекомендуем. Сам Чертов палец – это скальный выступ, который создан силами природы, выветриванием. Похожих в России еще немало. Но Алтай не был бы собой без мистической вуали. Легенда гласит, что в этом месте могучий воин втоптал в землю злодея черту, и оттого остался торчать только коготь. Со временем он окаменел. Легенда легенды, но предполагается, что это реально место силы, идущее из самых недр земли. Сюда съезжаются эзотерики со всего мира и признаются, что реально ощущают прилив энергии. Второй день мы едем по самой красивой автодороге России – Чуйский тракт. Именно такой статус в 2014 году присвоил ему журнал National Geographic и включил в 5 самых прекрасных дорог мира. Сразу стоит сказать, что она не просто чарующая, но и идеально заасфальтирована. Машина не едет, а буквально плывет. Кстати, проезжая по Чуйскому тракту, ты то поднимаешься над уровнем моря, то спускаешься. Например, высота Семинского перевала 1717 метров над морем, и в конце мая здесь все еще лежит снег. Однако давайте сделаем лирическое отступление и поговорим о животных. В Горном Алтае нет мегаполисов и всего один город. Больше 70% населения живет в сельской местности. Логично, что принято держать хозяйство. Например, мы слышали от местных жителей, что 400 овец и 40 коров на семью – это норма. И факт налицо. На лугах Горного Алтая можно увидеть действительно огромное количество лошадей, коров, овец. И, кстати, это придает картине региона особый шарм. Wish that I could find the words to describe you now. Но давайте вернемся на Чуйский тракт. У села Каракол мы свернули, чтобы насладиться видами великолепной Каракольской долины. Это очень интересное место, где почти нет массового туризма, и живут этнические алтайцы, которые исповедуют уникальную религию – бурханизм, верят в духов и не употребляют алкоголя. Кстати, последнее не из-за религии. Запрет был введен в 80-х годах прошлого века. Его инициаторами выступили местные женщины, которым просто надоело пьянство мужей. А еще недалеко от Чуйского тракта есть небольшая гора, на которой установлен памятник суслику. Зверек спас огромное количество жизней. Дело в том, что в голодные годы Великой Отечественной войны местные жители ели сусликов. И снова в путь. Впереди нас ожидает красивейший, вырубленный в скалах, перевал Чикитаман. Высота 1295 метров над морем. Здесь есть смотровая площадка.
и торговые ряды, где можно найти интересные сувениры. Например, теплые монгольские носки из верблюжьей шерсти или ароматное мыло. Еще Алтай славится своим медом. Также на перевале есть закусочные, где вам предложат чай и беляши. В одной из них можно продегустировать уникальный местный сыр. Еще дальше по тракту будет смотровая в селе Ня, на старинный подвесной мост через Катунь. Ну и просто остановитесь полюбоваться видами великолепной Катуни. Кстати, если вы приедете на Алтай под конец лета, то увидите ее бирюзовой, а не такой вот. Весной она неприглядного цвета из-за таяния снегов. Утро не может не быть добрым, когда за окном такой пейзаж. Кстати, настройтесь, что ваш отдых на юге Алтая, скорее всего, пройдет в режиме офлайн. Даже мобильная связь здесь есть далеко не везде, не говоря уже об ЛТЕ. Ну а мы снова в путь. Но сначала давайте поговорим о самом важном – о еде. Продукты можно покупать в популярной на Алтае сети Мария Ра. Но есть и другие магазины. Если не хотите готовить, то кафешки тоже имеются, но южнее популярных курортов их очень мало, и они скорее в формате столовых. Хороших ресторанов и высокой кухни здесь нет. Нам, например, приглянулась закусочная у турбазы «Маленький рай». Но вернемся к маршруту. Мы приехали на ближайшую к Акташу достопримечательность – Гейзеровое озеро. Вход через территорию местной турбазы – Маленький рай. Само озеро похоже на прекрасную бирюзовую лужу. Такой цвет придает ему голубая глина на дне. Говорят, что это единственное такого рода озеро в России, а в мире подобных всего 3, и зимой оно не замерзает. Кстати, любимая тема алтайцев – перегородить путь какой-нибудь природной достопримечательности частной собственностью и брать с туристов по 100, а то и выше рублей за вход. Это здесь повсеместно. Дальше наш путь лежит в долину реки Челышман, на легендарный перевал Катуй-Рык. По пути встречаем Красные ворота, узкий проезд, который был выбит между красными скалами при строительстве дороги. Потом дорога идет в гору, поэтому мы видим снег и озера, покрытые льдом. Кстати, это Чебикёль, мертвое озеро. В нем нет рыбы и растительности, поэтому оно овеяно мистическим ореолом. Чуть дальше можно сделать еще одну остановку, чтобы полюбоваться видом другого озера, изумрудного, с интересным цветом воды. Но мы, наконец, подъезжаем к перевалу Катуй-Рык. Говорят, что этот перевал не только самый красивый на Алтае, но и самый сложный для водителей. Мы читали, что проехать здесь – большой риск, но все же рискнули. И оказалось, что при сухой дороге, нормальных погодных условиях и опытном водителе кроссовер преодолевает такой путь в легкую. Кстати, наградой спустившимся будут очень красивые виды долины реки Челышман. Сегодня мы совершим межпланетное путешествие. В общем, отправляемся в место под названием Алтайский Марс, он же урочище Кызылчин. До Марса есть дорога, и говорят, что в сухую погоду кроссовер вполне легко ее преодолеет. Но мы решили почувствовать себя богачами и взяли дорогостоящий местный аттракцион.
В селе Чаган-Узун туристов поджидают местные на УАЗиках и буханках, которые готовы довести вас до Марсов. И, кстати, 2 по самому бездорожью. Оба Марса представляют собой площадки с разноцветными глинами. Говорят, что такая красота формировалась сотни миллионов лет, и каждый слой датируется своим периодом. А еще есть предположение, что когда-то давно, тоже миллионы лет назад, на этом месте было море, и сейчас мы гуляем по его дну. Однако гоу на Марс-1. Кстати, первый Марс впечатлил меньше второго. И да, если будете ехать на Марс, то заедьте и в Курайскую степь, которая находится совсем рядом. Виды очень вдохновляющие. На этой приятной ноте мы заканчиваем первый фильм про Горный Алтай. Но будет и второй, и в нем также обещаем показать много красивого и полезного. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях свое мнение о Республике Алтай. До скорой встречи, друзья!